Галина ехала по трассе, она торопилась домой, зима, холодно, дорога обледенела, женщина даже не пыталась снизить скорость, несмотря на то, что в машине вместе с ней грудной ребенок, ее сын. Она поехала с сыном на дачу как раз в рождественскую ночь, Юрочке исполнится полгодика, только сегодня она заметила, что у мальчика прорезался первый зубик. Ложечка, которую она ему давала, пюре звякнуло во рту мальчика, и верен папа, муж Кали, должен был приехать к ним еще вчера, чтобы провести рождественские каникулы с женой и сыном в деревенской глуши, но не приехал. А сегодня позвонили и сказали, что он в больнице, сердечный приступ. Галя в чем была, схватила мальчика, прыгнул в машину и помчалась, неведомая сила подгоняла, и женщина твердила про себя: «Только дождись, только живи». Она, кажется, даже не пристегнула Юру, но никогда останавливаться и пристегиваться там больнице Миша, он один, машину занесло на скользкой трассе, она перевернулась несколько раз и рухнула в сугроб. Галя потеряла сознание, очнулась от плача Юрочки, было холодно, задняя дверь открылась, на удивление мальчик не выпал из машины, у Гали болело все тело, она просто не могла пошевелиться и дотянуться до сына. Вдруг в машину просунулась серая голова волка, Галя закричала на него, что было сил, но услышала лишь слабый стон собственного голоса, ужас еще больше сковал женщину, волк взял зубами переноску с Юрой и потянул на себя. Последнее, что Галя видела перед тем, как снова отключиться, как волк уносит ее сына в лес, больница у них в городке была одна, Миша лежал в кардиологию, Галю привезли в травматологию с компрессионным переломом позвоночника. Кое-как и удалось упросить медсестра рассказать о муже, узнав, что он живой, она спросила о ребенке, медсестра пожала плечами, сказала, что к ней в больницу ребенок не поступал и ее привезли одну. Галя запаниковала, потребовала врача, врач объяснил, что детское отделение у них в другом корпусе и он все узнает. На следующий день к ней в палату пришел вместе с врачом полицейский. Оказалось, что Юрочка никуда не поступал, в машине ребенка не было. Когда ее нашли медики, Галя разрыдалась, полицейский сказал, что она должна подать заявление, писать подробности, Доля твердила только одно: его забрал волк. Волка она видела и объяснили, что начать поиски могут только после подачи вменяемого заявления, а волка, ворующие вали спасающего детей, никто не поверит. Полицейский оказался хорошим человеком и подсказал написать просто заявление о пропаже ребенка из автомобиля после аварии. Пропустив рассказ о волке, они начнут поиски и разберутся. Галя согласилась. После ухода полицейского женщина была сама не своя и все твердила о волке, сама она была обездвиженная, не могла подключиться к поискам. Врач сказал, что прогноз положительный, если она будет соблюдать режим и процедуры, то сможет ходить, а пока полный покой. Галя лежала, глядя в потолок, и не могла думать ни о чем, кроме ребенка. Казалось, она бы отдала все на свете, даже возможность ходить, лишь бы Юра был с ней. Что может с ним сделать дикое животное, страшно и подумать только. Галя вспоминала, как серая морда проснулась в машину, так слезы градом лились из глаз. Прошла неделя, господи, неделя. 6-месячный ребенок зимой в лесу уже неделю. Галя понимала, что чудес не бывает, но она чувствовала, что с Юрой все хорошо, а вот как такое может быть, она и думать не хотела. Пришел полицейский, уже другой, как-то безразлично известил о том, что поиски ребенка не увенчались успехом, стал задавать вопросы, Галя отвечала, но не могла понять. Какие-то глупые вопросы были. А был ли ребенок с ним в машине на самом деле? А может быть, она оставила его на даче? А какой адрес дачи? А она уверена, что у него вообще был ребенок? Галя не выдержала и сорвалась. «Вам что, свидетельство о рождении показать?» – кричала она. «Вы разве не понимаете? Его волк забрал, понимаете? Взял из машины с переноской и унес. Юру в лесу надо искать, а не на даче Качалова стельки». Женщина-полицейский удивился, услышав рассказ о волке.
А в заявлении вы ничего не писали про волка, заметил он спокойно. Галя уже срывалась на крик. Да, говорю вам, его забрал волк. Полицейский продолжал спрашивать спокойным тоном. У вас или у вашего мужа есть какие-нибудь недоброжелатели, враги? И Галя уже просто кричала на него. Волк, 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 мой враг. Ей вызвали психиатра, Мише разрешили встать и немного ходить. У него был инфаркт. Но сейчас мужчина пошел на поправку, он знал, что Галя попала в аварию, находится здесь же, про сына он ничего не знал. Миша пришел к жене, Галя лежала, он обнял ее, она сначала зашептала, а потом стала говорить полный голос. «Миша, ты представляешь, они мне не верят, они вообще не верят, что у меня был ребенок. Миша, скажем, что у нас есть Юра». Женщина не сдерживала эмоции. Конечно, конечно, Галечка, конечно скажу, как же не верит, конечно, у нас есть сын Юра. Галя, а где он? Спросил Миша. Миша, как ты его волн собрала за машину сразу после аварии? Галя смотрела на мужа в непонимании. Миша вышел из палаты жены и позвал врача. Сердце что-то заныло, и он ушел к себе. Ничего не понимаю, бормотал он по дороге. Какой волк, как забрал? Может, Галя головой ударилась во время аварии? Завтра поговорю с врачом. Галя поняла, что Миша ей не поверил. Лежать и смотреть просто так в потолок, когда Юра там в лесу, она не могла. Женщина решила во что бы то ни стало сбежать из больницы и отправиться на поиски Юры самой. Сейчас она даже не пыталась думать о том, на чем она будет добираться до леса, как почти парализованная и будет передвигаться по нему. Главное было выбраться из больницы. На процедуры ее возили на инвалидной коляске. Галя решила использовать ее, пока медсестра, сопровождавшая ее, отвлеклась. Галя заехала в лифт и нажала кнопку первого этажа. Достигнув выхода, она поняла, что самостоятельно не сможет съехать пандуса, он был слишком крутой, она рискнула, коляска накренилась и женщина выпала из нее. Галя очнулась снова в палате, рядом сидел муж, он позвал врача, который объяснил, что необдуманный поступок женщины лишил ее всяческой надежды на то, что она встанет на ноги. Казалось, Галю это не волновало, она твердила только одно, что ей надо в лес, Юра в лесу, ему холодно и страшно. Врача только разводили рука, обследования психиатра лишь подтверждали, что женщина вменяемая. Все, что врач мог сказать, звал новую супругу только то, что либо волк в действительности забрал у Гали ребенка, либо он не психиатр. Миша готов был ехать домой, врачи согласны были выписать и Галю. Молиться ей было больше ничего делать, ходить она не будет никогда. Миша поехал домой первым, он приготовил там все приезду жены, чтобы ей было удобно передвигаться в коляске по квартире. Хотел убрать Юрины вещи, но не решился Попов домой. Галя стала умолять мужа отвезти ее в лес. Миша согласился, потому что психиатр посоветовал как-нибудь отвезти ее на место происшествия. Возможно, она вспомнит, что произошло с ребенком. Галя без труда нашла то место, она на всю жизнь его запомнила: то злость, частный поворот и большое дерево у обочины, и морду волка. Конечно, она не могла ехать на коляске по зимнему снегу, но она попросила Мишу достать ее и помочь пересесть. Он сделал это, потом спустился с дороги и стал углубляться в лес. Галя ехала по обочине дороги и кричала: «Юра, Юра!» Как будто он мог ей ответить, и вдруг из кустов навстречу женщине к дороге шел волк. Он нес ту самую переноску, в которой был мальчик. Его раз сидел там, как ни в чем не бывало, и тянулся к маме на ручке. Миша потерял дар речи, увидев сына. Забрав малыша, она прижала его к груди и, посмотрев на волка, сказала: «Так ты не враг, ты друг, ты спас моего сына, спасибо». Она протянула руку, но вот повернулся и ушел. Никто не знает, что это было, каким чудом спасся Юра, что он ел в лесу и как не замерз, что это был за блок, чей, возможно, ручной. Почему полицейские не нашли мальчика, да и искали ли они его именно в лесу? Вдруг этот волк сбежал из цирка, или он жил с людьми, а Юру отнес какую-нибудь лесную избушку, где кто-то живет, а услышав, как Галина зовет его,
принес обратно, все эти вопросы останутся без ответов. Сам Юра ничего не мог рассказать, а когда вырос, то даже не помнил эту историю. Только став постарше, все время рассказывал, что ему снятся волки, как они бегут по зимнему лесу большой стаи, а он, совсем маленький, сидит на спине вожака и держится за его шерсть руками. Мальчик также довольно часто рисовал волков. Вот такая таинственная история, а вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и конечно же, огромное вам спасибо за ваши добрые, душевные комментарии. Всего вам хорошего.